кирпич. Кирпич нельзя? Нельзя. Ну, можно, но Жаль. Я думал, дорого. мне все можно. Дорого. Дорого. Да. У нас есть одно местечко, где, когда Егор не сильно хочет что-то работать, я его запираю, Не сильно хочет. и он там ходит, у него там свежий воздух, Конечно. кислород, Не сильно хочет. патушки, козочки, курочки, Казан. казан, мангал. Все есть. Короче, что мы еще интересного можем пообсуждать? Ну, интересно, ты спрашивай. Ты знаешь, я пытаюсь, но вот просто чуть после разговора, заикра. подожди, после разговора о компетенции у меня возникла мысль задать тебе такой вопрос, чтобы не выглядеть некомпетентным. Давай. Да. Слушай, вот мы сейчас ходили к этим мужикам за досками. Да. Но ты видел, они все такие ощущения, что это какие-то распухшие там прям. Конечно. Сидят в офисе, на улице холодно, в офисе тепло, мухи не кусают, все хорошо. Зима, леса надо меньше, ценники падают. Все. У них все хорошо. Понятно. Ну, там был мужик совсем толстый такой, разнесенный. Ну, Разнесенный ветрами, так сказать. бывает. Ну, что я могу сказать? Бывает. Да, но на самом деле, вот вопрос. Стоит ли, вот я всегда размышлял на такую тему, стоит ли остановиться и подумать, вместо того, чтобы куда-то бежать? Всегда. 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 Например. У тебя самое... Блин, не вижу машину, короче. Подожди секунду. Жду. Давай, О, рассказывай. видишь, вот он. Тебе не мешает рассказывать. Лучше я же с тобой в машине. Мне страшно. Блин, мне вот... Стой. Ты наклоняешься, я ничего не вижу. Остановись, Мне подумай. приходится вообще туда залезть. Остановись, подумай, подожди. Остановись. Вон там тачки идут. Там тачки, пофиг на эти тачки. Я просто думаю, успею ли я там проскочить. Не успеешь. Ну, вот тут успею. Вот видишь, вот тебе остановись и подумай. Блин, я надумался, короче, поехал. Вот, видишь, подумал и поехал. Вот. Всегда, потому что когда у тебя постоянные дедлайны, Мгм. твои решения становятся Решений много было, я так понял. очень много. Вот. Они становятся некачественными. И ты начинаешь очень много ошибаться. Ну реально. Когда у тебя дедлайны постоянно. Постоянные дедлайны, постоянные пожары. То есть ты, Не, ну подожди. ты один пожар тушишь, я хочу другой возразить. раздуваешь. Давай. Мне кажется, когда у тебя, ну знаешь, ты такой вот прям жесткий, быстрый дедлайн, Ну, ты принимаешь волевые решения. Ну ты как бы понимаешь, что вот все ты сделать точно не можешь. У тебя нет по особенного факту времени. не должно быть таких жестких дедлайнов. То есть, если у тебя такой жесткий дедлайн, значит, ты до этого что-то плохо сделал, не продумал, не додумал. Хорошо. То есть, вот, это вообще... Ошибка планирования. Да, это значит, что где-то было принято неправильное решение. То есть, работа любого руководителя состоит именно в планировании. Мгм. То есть и так же сделал, чтобы у тебя люди, когда надо, напрягались, потому что, ну, когда они постоянно работают на расслабухе, это плохо. Вот. Ну... Они должны у тебя и напрягаться, и расслабляться. Вот как ты ходишь в спортзал. То есть ты потренировался, но потом надо отдохнуть. Ну, да. Все то же самое. Ничего нового. То есть, когда все ровно, все плохо. Ну, это значит, Все на расслабоне, все плохо. кто-то умер. Везде Всё. пожары, все плохо. У тебя Опять-таки, должны быть да. качельки такие. Да, спокойно косинусоида. Ну что, дверь не закрыта? Бывает. Вот. Может, что у него такой хороший кондиционер. Не, он просто такой поворачивает и вываливается. Водительская дверь не закрыта. Водительская. Понимаешь, он может закрыть. Think about it, think about it. Вот. И именно так, не иначе. Ну, какой итог? То есть у тебя должна быть косинусоида, ты должен расшатывать коллектив, чтобы они не засиживались, ну, чтобы у них какая-то движуха была постоянно. Ну да, то есть у тебя... Типа побежали, остановились и у тебя, передохнули. ну, это постоянное
работа, да? А если у тебя есть в коллективе человек, который постоянно бежит, он такой, типа, я хочу еще, давай, накидывай. Ну, так вперед. Но он же сгорит. Ну, дай ему по одну руку лампочку, пускай свет бесплатный будет, а в другую огнетушитель. Почему? Чтобы не сгорел. То есть, нет таких, понимаешь? То есть я таких не встречал. Были такие, знаешь, как молодой щенок, да, то есть он весь день суетится, что-то бегает, а потом ты что-нибудь сделал, а нет. Ну, довольный, понимаешь? Ну да, зато был В суете, все у него там все в движении, все он такой. А это, кстати, я заметил, это общая такая задача любого молодого руководителя вот постоянно на себя набрать столько, чтобы быть постоянно в суете. Вот, типа, А это многие боятся быть невостребованным. боязнь невостребованности. Да. Суета – это боязнь невостребованности. Ну, я бы не проводил такую же стопроцентную параллель, но это имеет быть место. То есть, когда все на себя... Я такой же был. Когда на себя все замыкаешь, все ты, то все решения только через тебя. Ты что? И потом понимаешь, что это самый такой дебильный путь. То есть надо воспитывать себе заместителей, надо делегировать какие-то обязанности. Ну, опять-таки, доверяй, но проверяй. Слушай, еще такая идея. Часто говорят, что человека не перевоспитать. А ты говоришь, надо воспитывать себе... Перевоспитать можно, а переделать нельзя. В чем разница? Ну, разница, понимаешь, человек по своей... То есть у него есть свой характер. Изменить характер человека невозможно. Изменить его манеру поведения возможно. Научить его не ругаться матом возможно. Научить его ходить в костюме можно. И ширинку застегивать. Тоже. Это важно. Это важно, согласен. Вот. Ты можешь компанию целую. Научить его не грубить лицам женского пола. Опять-таки. Но это не изменяя его характер. То есть единственное, что нельзя поменять характер. Ну, он тоже меняется, но это не так. Если ты пытаешься его переделывать человека под себя, то есть как-то или иначе, то есть это утопия. Понятно. Ты можешь ему сказать, что хорошо, что плохо, именно в этом коллективе. И он это поймет, или примет, или не примет. Если не принял, ну, извини, не судьба. то иди своей дорогой. Развод, да. То есть, наверное, мы друг другу не подходим, зачем зря жарить друг другу нервы. Жарить нервы. Классная фраза. Вот. Приходишь такой, не жарь мне нервы. Ты посмотри ликвидацию там. Ликвидация, Там божечки. такие Не тащи перлы. не тащи меня в свое перлы, ты болото. что? Не хочу в твое болото, не. Ты как в твое ты меня тянешь, блин. Ну да. Хорошо. А может, у тебя вопрос есть какой-нибудь такой, типа, Да ты знаешь, как-то кодить я не собираюсь, по-большому. Так ты можешь не про кодинг спрашивать. Ну вот, что тебе непонятно в IT? Вот почему ты считаешь, что IT это так несерьезно? Не, это серьезно, но опять-таки не серьезно. Ну, ты видишь, уже там сам себе сказал. IT, знаешь, это сфера обслуживания. Взорвался. Но процесс подключивает, надо шип почистить. Не, надо просто иногда обновлять ПО. Ну да, наверное. Вот, но это по-любому обслуживание. То есть, и по моему мнению, это не создают каких-то фундаментальных благ систем. То есть, поэтому. Ну и плюс эти все эти вещи, когда из воздуха делаются деньги, я этого не понимаю.
там же не совсем из воздуха. То есть, если кто-то сделал деньги, кто-то их потерял. Ну, так всегда, так работает Ну да, оборот, но я бы не говорил, что кто-то их потерял. Это- Недополучил. Или карман Нет, кого-то или, опустил. или он их потратил на это. Он потратил, скорее всего. Потратил Ну, в на IT это, вот просто это же кто-то и тратит потерял. деньги, и айтишники зарабатывают. Ну, все. Ну, я просто смотрю, насколько эта вот вся IT-сфера затягивает, и как люди туда уходят, в это IT, как место помощи какой-то человечеству, да, то есть Почему все должны нет помогать человечеству? воспитания. Так а ты ж человечество. Я не человечество, я такая маленькая песчинка. в Правильно? этом Так болоте. из этого и состоит человечество. Ну правильно? так да, но тут пускай вот Элон Маск помогает человечеству. Вот, у него там ракеты есть, он там может куда-нибудь полетать. Тот, который... Да. Нет, понимаешь, тут вопрос... Ну просто на самом другом. деле, То есть должно каждый быть день... какое-то воспитание. Не, IT. культуры в IT мало. Да, То есть да, компании, да. где есть какая-то культура. Но в 90% случаев никакой культуры нету. Я потребитель, я пользователь хотя бы, понимаешь, то есть не создается культура пользования чем-то, как-то и почему-то, да, то есть создается именно упрощение, и вот даже я своим Это не упрощение, даже усложнение уже идет. запрещаю пользоваться Google, да, когда они там учат английский там или что-то еще, да, то есть, потому что упрощают, у них-то ощущение, вот есть ощущение, как будто они все знают, да, то есть реально, а ты у него собираешь телефон и начинаешь спрашивать банальные вещи, они, без Гугла уже проблема, знаешь, то есть, а подумать, знаешь, то есть, вот это меня пугает, а человека, это же, остановись, пожалуйста. А, красный. Спасибо. А Как на лошади, так хопа. А человек это ж, ну, не простое, ну, если животное, которое хавает, срет и тратит бабки. Не, по-моему, Вот вы таких делаете, да. не, таких большинство. Так вы таких и Я тебе делаете. как-то рассказывал про то, что очень много бесполезных людей. Нет бесполезных. Есть бесполезные Есть люди, которые вот именно так невостребованные. ведут. Не востребованы. Не, они так себя ведут просто. Но они так себя... Не потому, что они не востребованы, потому что у них культура такая в Причина голове. должна быть. Не, причина в голове. Копаем дальше, да, Воспитание. правильно, ну, да, вот. Ментальные какие-то Вот, ценности. вот. Ну, они просто не несут никакой ценности для общества. Они лишние. Все очень просто. Эти мне неолибералы, блин. И либертарианцы. Жесть. Да. Жесть, как это так вам в голову застреливает. Это потому, что вы мало читали философии. Например. Кант, Ницше и так далее. Я не понял, как его читать. Вот. Я даже... Сложно. Я не сложно, я даже не нашел, что читать. Вот. Ну, я прям остановился на пути поиска конкретно. Вот, дайте мне вот раз, два, три. Я это прочитаю. Книжка там, пускай толстенная будет. Найти Зайди сложно. ко мне, я тебе дам. Хорошо, я зайду к тебе. Давай, Ну. отгружай. Плюс еще есть такие вещи, как Маркс, кстати, О, боже. «Капитал», да, жестко, но это она больше, кстати, идет, ну, я ее считаю больше как философской книжкой, реально, кстати, то есть, опять-таки, Библия, опять-таки, как философия пройдет, и очень многие вещи становятся на свои места. И когда ты слушаешь этих неолибералов, либертарианцев, ты понимаешь, что люди просто тебе говорят одну сторону, ну, не говорят то, что реально Не, ну происходить так смотри, ну, если тебе все рассказать, вот вообще, ну почему в компаниях все не рассказывают? Ну, это такой же вопрос. Ну, ты сам говоришь, чтобы не было паники. Почему паника возникает? Потому что, чтобы вот передать весь твой контекст, чтобы паники не было в голове из-за отрывочных каких-то сведений, это очень долго, это очень муторно. Нет, так что значит все? У тебя должна быть Контекст. Ну, то есть, чтобы человек вот той маленькой долей информации, которой ты с ним делишься, он все понимал. Он такой типа, у тебя так. должна быть информация конкретно для, если мы берем по работе, Угу. конкретно касающаяся каждого человека. Каждому человеку своя информация. Да, свой кусок. Иногда надо больше, иногда меньше, иногда он должен еще больше
затрагивать. Ему все неинтересно даже, ему не надо. Он на работе, это функциональная информация. Мгм. Понимаешь? То есть ему не надо знать про контракты, Мгм. там, про что еще. Ну, иногда надо знать, потому что иногда бывает, типа, вот эти сидят, Ни хера не делают. ни хера не делают. А ты его берешь с собой и говоришь, пошли, будем сейчас тут заключать с тобой контракт. Пускай посмотрит, понимаешь, что это не так все просто. Где-то там думаешь, ай-яй-яй, ой-ой-ой. И спросишь у него, слушай, вот, а что мы будем вот с этим делать, вот с этими сроками, как ай-яй-яй-яй. Сможем, не сможем. Говорит, не сможем. Мне всегда это нравится, заключение контрактов. Мы сможем, и глаза у всех бегают. Конечно, такие. это всегда так. Не, а вот когда ты берешь программеров с собой, типа, давай, родной. Типа Леши, которые говорят, ну мы Отписывайся. типа, подожди, Да-да-да-да-да, но мы да. сделаем, но возможно, оно не будет работать. Да-да-да-да-да. Но да-да-да. это же IT, тут все может не работать. И заказчик Провайдер такие, может знаешь, работать. такой хлоп глазами, да ладно. Мы платим деньги, а вы нам говорите, ну, возможно, мы вам что-нибудь Да, дадим. да. Да, то есть и смотришь и говоришь, ну а что ты будешь теперь кушать после своих слов? Вот. Поэтому вот так, понимаешь. А еще ушел. А когда тебе, извини, политический деятель, да, рассказывают о тебе, что вот мы будем жить вот так вот классно, но нам надо сделать вот это, да, и не рассказывают, что ты можешь быть не ты будешь жить классно, а за твой счет будут жить классно. Нет, Понимаешь? То это есть, всегда так. Мне казалось, это основа политики. правильно, ну так ты должен понимать это. И тогда у тебя от этих идей, вот, когда вот так вот с телевизора говорят классные, там, с Ютуба, с книжек, да, там такие все. Ну, с книжек там вообще прилетает иногда. Кричат там ой-ой-ой, да, а ты начинаешь об этом думать и думаешь, да, не, ребята, не надо мне лапшу на уши вешать, понимаешь? Вот именно об этом там я разговариваю, что вот эти ваши вот айтишные продукты, многие, да, то есть я не говорю про CRM-ки, про большие базы данных, да, я говорю это про масс-медиа, да, там эти соцсети, Google, Подожди, Хирург. но маски же меняют мир. Не надо мне про маски, извини, конечно. Это для меня Натягиваешь маску на лицо. Вообще бесполезно. Вот хоть ты меня убей. Если бы мне сказали, что это можно продать, я бы не поверил ни в жизнь. И даже когда они продали, я бы сказал, да ладно, это не может этого быть. Ну реально, Егор. Да, конечно, меняет мир. Мы были с тобой. Ты же был на том хакатоне Был, с этими да. масками. У тебя была фигня прикольная. Да. Тогда. Но она ж не выиграли маски. Да, потому что у нас чуть-чуть плохо работало. Ну, конечно, Не, мы ну же мы- делали 2 дня, а они же делали месяц, блин, Ну, бывает. да. Ну, не та беда. Но сам факт, то есть я бы даже не додумался, что это можно продать кому-то. То есть для меня это вообще бесполезная вещь. Ну, реально. А за нее заплатили бабки, зачем? Я не понимаю этого. Да. Это мое мнение. Я не вижу, чтобы кто-то ими сейчас пользовался. Не, ими пользуются. Тут суть в том, что подумай о том, что на самом деле продукт не должен приносить ценность, типа, сделать хлеб. Да? Такой, типа, продукт, вот айтишная программа, которая делает хлеб. А айтишная программа может делать тебя веселее. Слушай, Это кокаин тоже меня стоит может делать веселее, водка меня может делать Так она и веселее. делает, ну вот это то же самое. Ну так вот, это то же самое. То есть давайте подсадим весь народ на Айтишную кокаин. водку. Айтишную я тебя водку. умоляю. Пиксельную. Выдержанная. Вопрос в том, что такие сумасшедшие технологии, да, то есть они должны давать какую-то пользу. То есть, Ну да. ну, Натягиваешь маску на лицо. да, круто. Я тебя о другом, что поколение дальше, то есть идет такая глобальная деградация. То есть ты же сам начал получать удовольствие от простой ходьбы по лесу. Вырубить, блядь, телефон, закрыть буквы и пойти взять автоматик и пойти бегать по лесу. Ну, Круто. все, сдох телефон. Вот. Круто. А почему? Потому что все равно человек рано или поздно пытается, не все, но пытается вернуться обратно к земле, в реальность. Вот. А я боюсь, что вот многим, кто вот этих вот живет на этом кайфе от эмоций,
которая ему надо только нажать на кнопку. Это вот как мышка, ей вживили туда радость. Чик-чик-чик-чик. Зомби. А думать когда? Вот проблема. И вот это и теряется человеческий облик. И потом мы и получаем вот такие, как ты говоришь, что он только жрать, срать и бабки отдавать. Вот и все. А хочется, чтобы IT обучала, учила, заставляла что-то делать, понимаешь? Воодушевляла. Заставлять нехорошее слово. Воодушевляла, без разницы. Назови это как хочешь. Но пинок должен. Понимаешь? Потому что без пинка, то есть, ну, извини, сколько великих музыкантов, которые бы не говорили, что меня в детстве били за этот рояль, за эту скрипку и так дальше. Не, ну спортсменов. Подожди, музыканты плохой пример. Они великие. очень часто умирают, великие, да. Они быстро умирают. Спортсмены. Возможно, из-за того, что их били. Егор, ну давай уже не пере это. Вот. Спортсмены также. То есть, Ну, спортсмены также, да, кстати. тоже. Иногда не доживают до 30. Нет, да не в этом. Ну, не так. Да, будем чернить. Не так. То есть вопрос великие, да, то есть все шли через боль, через труд. Он себе цену знает. То есть он знает себе цену, он Ну это да. прошел. То есть проблема многих, даже вот мы разговаривали о руководителях, работниках, что они себе цену не знают. Он не знает, способен он или нет. Не-не, он слышал компетенция. среднюю по телеку. Ай-яй-яй-яй-яй, Среднюю, там, например, да. по 500, и он бегает такой, я тоже А хочу. дальше, думать, подумать. А ты сначала сделай, а потом тебе самому скажут, сколько это стоит. Егор, я оказывал людям, так сказать, услуги, да, то есть по консультации. Да, то есть для меня это не была основная работа. И они оценивали и приносили мне деньги. Извини, конечно, у меня бы язык никогда не повернулся назвать такие ценники. Ну реально. Ну, с масками-то у них повернулся, назвать эти ценники. Но там, наверное, профессионалы по этому поводу. Это их работа. Вот. Но сам факт, понимаешь, то есть. Но опять-таки, то есть, когда ты уверен в себе, когда ты уверен, что ты, даже если этого не делал, но ты можешь сделать, потому что у тебя есть опыт того, когда тебя заставляли, и ты смог через «не могу, не хочу сделать», там, или что-то выучить, или что-то еще, там, или там прибежать быстрее, или там сыграть что-то сложное и так далее, и тому подобное. Ты сам себя уважать начинаешь. Это важно. Ну, Ты сам себя уважаешь, все, и тебя будут уважать. Опять-таки. Все, на этом надо и закругляться, Давай, потому всё, что всё. мы вернулись к тому, что... С чего мы начали? С того, что... Как не выглядеть некомпетентным, и пришли к тому, что ты должен делать что-то значимое для тебя, чтобы самого себя уважать, и тогда все остальное подтянется. Да. Вот. А компетенция – это ж опыт. Ты его нарабатываешь, его нельзя получить с воздуха. Спрашивай у людей, общайся с людьми, задавай правильные вопросы, получай правильные ответы. Все, всем адьос. Удачи. Ставьте колокольчик там вот где-то в углу, вот тут, наверное, колокольчик, там лайк, вот тоже поставьте. И напишите в комментариях темы, которые вам было бы интересно пообсуждать. Да, спросить у Игоря, и я спрошу у Игоря. Вот. Добро, удачи.